Вау, голосу, добро пожаловать. Это наша комната, что ли? Ну что, сейчас мы увидим первый водопад. Да, вид, конечно, уже потрясающий. Здесь какая-то вообще своя внеземная атмосфера. Зашли в какой-то рынок. На этом рынке в самом конце оказалась какая-то кафешка. Вот это выглядит крайне странно. Ну как, вкусно? Вот мы нашли прикольное такое место. Все ребята сейчас немножечко приуныли, потому что нам отменили завтрашний рейс на самолет. Сейчас будем думать, что делать. Скорее всего, либо еще оставаться, либо вечером улетать. Короче, наши приключения только начинаются. Всем привет! Это Алина и Илья. В этом видео мы покажем вам вторую часть нашей поездки на водопады Игуасу. В первой части мы побывали на самих водопадах, посетили парк птиц. В конце той части у нас что-то пошло не так, и сейчас мы покажем, как мы из этого выпутались и что было дальше. Приятного просмотра! У нас очередные офигенные истории с авиакомпанией Flybondi. Вчера уже поздно вечером приходит нам смс ко всем, что наш рейс отменен, свяжитесь с центром поддержки. Начали мы звонить, естественно, мы не дозвонились никуда. Ну, плюс там по-испански все, даже если бы мы дозвонились, может быть, не получилось бы решить этот вопрос. Вот. Сейчас у нас должен быть вылет через 2 часа, а ничего не известно. Вот мы едем в аэропорт, чтобы понять вообще, куда перенести, что делать. Вот, очень интересно. Это уже вообще не первая проблема с Flybondi в этой поездке. Вот такие вот дела у нас. Ну, нужно вон Flybondi, вот смотри, окна Flybondi есть. Так, в общем, мы разобрались с этой проблемой, пришли на стойку регистрации. Рейсы были только на завтрашнюю ночь, либо на послезавтрашнее утро. Мы выбрали послезавтрашнее утро. И все. Нам организовали отель, такси. Такси вот с ковриками. Так что все хорошо. Вот такси такое. С такими сидушками у нас. Прикольно. Все, едем сейчас, забираем вещи и приезжаем в другой отель. В общем, да, все у нас получилось решить. Нам предоставили на 2 ночи гостиницу, нам предоставили такси, ну это, грубо говоря, вот у нас стоит, это личная машина, которая будет нас туда-сюда возить. Сейчас она везет 3 человек в гостиницу, из нашего дома в гостиницу перевозит, потом возвращается за нами, и мы с ней потом еще едем в ту гостиницу. Вот, все оплачено, все как бы за счет авиакомпании, что очень удобно. Я даже на такое не рассчитывал. Вот, так что все пучком. Да, наше путешествие продолжается еще на 2 дня. Растянулось теперь. Женщина не умеет задом сдавать. У меня механическая коробка там еле-еле что-то ездит. Зашли сейчас в гостиницу. Нам выдали ключик, сказали, что у нас входит завтрак, обед и ужин. Представляете, на покушать. Вообще супер. И вот сейчас заходим в лифт. Покажем наши номера. Нам сказали, что там похоже немножко как в санатории или больнице, а другие ребята, наоборот, сказали, что им очень понравилось. Сейчас посмотрим, как там будет. Так. Больница. Надо посмотреть, какой у нас номер. Так. Наш санаторий. Вот они, вот они. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, дети, как эти? Блин, ну там прикольно. Это же больница. Ну, они вон они. А мы вот они. А мы можем это, переглядываться. Вообще. Серьезно? А, ну можно я посмотрю, что это? Что у вас? О, привет, привет, Роберт. Привет. Отлично вообще. Так, сейчас пойдем посмотрим, что там у нас. Оп. Так. Открывайте. Ладно. Так, это у нас выдвигается. Кровать вот это и все. Да, я поняла, да. Герман будет спать на ней.
Так, это у нас полукухня. Да, только у нас нет окна. Видите, вот это, у вас, ну, окно куда выводит? К ребятам. Вот сейчас нам вот квартира. Видите, да, наоборот. Теперь у вас. Все справедливо. Да. Теперь, короче, у нас без окна, а у ребят четенько окошко есть. Вообще жизнь, да? Все, супер. Все включено. Вообще, ну нормально, нормально. Сейчас на обед пойдем. Артур очень хотел жить с видом на голосу, и именно у них окно, и вот он вид. Вообще красота. Как говорится, нужно формировать свои желания правильно. Вот, но мы еще хотели тоже остаться, может быть, на чуть-чуть, и вот, опа, и получилось. Даже с очень неплохим вариантом, я хочу сказать, потому что, ну, все бесплатно, типа, все оплачивает авиакомпания, и это, конечно, приятно. Короче, у нас тут входит трехразовое питание, как в санатории. Шведский стол, вон, получается, люди накладывают. Там шведский стол. Бесплатно можно взять на каждого человека одну колу или минералку. Ну, короче, вообще все условия. Вот сидим. Хотим напомнить о том, что мы выпустили свой гайд по переезду, легализации и жизни в Аргентине. Этот гайд поможет вам собрать документы, подготовиться к переезду, сэкономить на авиаперелете, приехать сюда, начать жить, легализоваться и даже получить аргентинский паспорт. Гайд состоит из 12 разделов, более 100 страниц А4, и в нем также есть ответы на огромное количество вопросов касательно всего, что я перечислил. Для вашего удобства гайд расположен на сайте. Более подробную информацию вы можете посмотреть по ссылке под этим видео. Ну что, поскольку у нас еще есть дополнительные 2 дня в Игуасу, мы застряли здесь. А здесь, кроме как на водопады ходить, делать нечего. Мы решили снова поехать на водопады. Но уже без гида, сами просто пойдем. Уже все знаем, в принципе, в карте уже разбираемся. Мы уже все обошли в прошлый раз. Вот поэтому просто идем на водопады уже самостоятельно. Вот здесь на станцию пришли. Ожидаем поезд. Ожидаем очень мало людей, кстати, сегодня. Может, уже все уехали. Вот, ожидаем. Horario 14:30. Vamos a hacer el embarque, por favor. Gracias. Мужчина галантно пригласил нас на поезд. Все, мы на поезд. Давай. Чао-чао. Чао-чао. Все, они идут на поезд, а мы пойдем пешком по дикой тропе, короче, чтобы с ягуарами встретиться. Все, пока. Это, получается, первая станция поездов. Вот, Эстасион Централь называется. Если свернуть вот сюда, то здесь вот есть Сендеро Макуко. Это тропа просто такая не очень облагороженная, более дикая. Вот мы сейчас по ней решили пройтись с ребятами. Пойдем по ней. Она также ведет прямо до Глотки Дьявола. Ну, точнее, она проходит через вторую станцию поезда и потом идет до Глотки Дьявола уже. То есть можно, в принципе, просто по ней пройтись до второй станции поезда. Вот такого муравья встретили. Подожди, не дергай руку. Заново, давай. Ведь он огромный. Прикольно, да, офигенно. Вот это контент, а. Вышли мы, в общем, на это место, где поезд едет. Столько людей, все такие уставшие все. Мы продолжаем идти к Глотке Дьявола пешком. Смотрите, какие бамбуковые заросли. Высоченные. Метров по 15, наверное, бамбук в толщину вообще. 2 руками можно, наверное, обогнуть. Так, ну мы пешком добрались до станции. Вот это Гарганта дель Диабло. Станция поезда последняя. И идем к водопаду. Кстати, сегодня кажется, что больше воды стало. И течение сильнее, видимо, где-то там наверху прошли дожди. Чем-то похоже на Амазонку. Я не был на Амазонке, но только узнал, что она тоже в Южной Америке находится. Где-то в Бразилии река Амазонка. Если вдаль присмотреться, то там
огромная такая дымка сейчас. Сегодня, видимо, намного сильнее будет напор, потому что в тот раз, видно, не было такого облака из воды. Интересно уже увидеть поскорее. Ну да, сегодня намного сильнее. Там просто огромные водные облака. Там, может, и ветер дует, или просто из-за того, что напор сильный. Сейчас посмотрим. Мы очень сильно всех обгоняем, чтобы быстрее прикоснуться к этому. Расположились тут прямо на смотровой площадке. Водопады сегодня более полноводные, конечно, да. Хоть я это вчера еще видел, но это все равно невероятно. Только заливает водой. Да? Облило? Да, тут, конечно, заливает вообще. Все туристы разошлись, остались только мы и несколько человек там. Теперь можно спокойно насладиться этой красотой и мощью этой воды. В общем, сейчас реально мы остались вообще одни. Это все наши ребята, ну кроме 2 человек. Алина увидела бутылку, я смотрю. Сегодня наш последний день в Пуэрто-Игуасу. Решили пойти посмотреть еще несколько парков. И у нас такая несолнечная погода, все в каком-то тумане, в дымке. Говорят, что здесь недалеко сейчас горят леса, и поэтому даже солнышко сейчас не видно, все такое прям туманное. Но нам это только на руку, потому что не так жарко и прям супер комфортно идти, такой влажный воздух, прям кайф. Эльпан, какой-то ристик. Прикольный такой, атмосферный. Официанты сторожат. По пути вот нашли дерево с шелковицей в Ростове. Это называется тютина, да. Он Герману очень понравилось. Ой, сейчас. Сейчас, Эйка, я половинку тебе дам. Ну да. Ой. Прям в рот. Ам, в ротик. Ам. Вот так, молодец. Вкусно? Скизи, пап, отпускай. Чего там нашел? Банан. Банан? Покажи. Банан. Это маленький. Он еще зелененький, да. А ну-ка, сейчас покажу. Вот смотрите, вот такие деревья, и на них растут бананы. Сейчас вот. Ребята говорят, что пахнет огурцом. Земля красная. Ну, здесь даже еще не такая красная, как может быть, но это, конечно, мешает, потому что все вещи, вся обувь, все в этой красной земле. Так, после часовой прогулки по задворкам Пуэрто-Игуасу и по трассе мы подходим к парку, в котором можно посмотреть на каких-то птичек и животных. Называется Гуира-Оха или Гуира-Ога. Ну, короче, сейчас покажу. Или Гуира-Ога. В общем, приближаемся. Здесь много туристов, туристические автобусы стоят. Сейчас зайдем, посмотрим, что там.
Оля. Вот такой вход в парк. Здесь единственное, что обязательно это нужно ходить с гидом. Без гида самим походить не получится. Если иностранцы, то сейчас стоимость 20 тысяч песо, а если уже есть динай местные, то 10 тысяч песо вход. Так, вот такое место для ожидания. Вон уже пришла гид. Идем мы такой большой группой. Сколько человек успело к определенному времени, те идут. Вот там вот какой-то трактор с сиденьями, может быть, мы даже на них поедем, не знаю. И вот такой магазинчик, где можно что-нибудь купить с собой. А это вот билетики наши. Короче, мы зашли в парк, загрузились в кузов трактора и просто едем на этом тракторе теперь по полям. Так, вышли мы из этого трактора. Нас привезли в какой-то картонный музей. Это природный парк и центр реабилитации для диких животных. Называется Гвира-Ога. В переводе с гуарани означает «дом для птиц». И это место занимается защитой и восстановлением экосистемы, а также помогает раненым или осиротевшим животным вернуться в дикую природу. Отличный вид. На самом деле офигенный зоопарк, потому что здесь очень они сделали как-то все приближено к природе. То есть деревянные там заборчики, там ограждение из каната. Все животные как-то вот прям в джунглях живут, прям в своей среде. И это очень, очень классно на самом деле. Видно, что животные не страдают, а они просто живут. То есть все вот такими сетками огорожено, то есть вся эта сетка находится просто в джунглях. Вот здесь, наверное, какие-то водоплавающие. Никого не вижу. О, привет. Это выдра. Он только что дерево сломал. Что, если он с такой скоростью будет деревья ломать, то здесь скоро деревьев не останется. Привет, брат. Пытается поспать. В общем, вышли мы из этого зоопарка. Вообще кайфово, все понравилось. И сколько мы там, часа полтора, наверное, пробыли. Да. Экскурсию прослушали на испанском. Никто ничего не понял, но сама атмосфера, сам парк такой, ну, точнее, это прям лес, джунгли такой облагороженный. Что это вот, ну, не просто какой-то вольер, там, где вот эти, как асфальт, а то, что ты именно идешь, и там такие мостики, и вот именно идешь прям под джунглям. И как-то это так, ну, типа, прикольно, и для зверей, я думаю, что это тоже очень хорошо. Ну да, как будто ты вот прямо в природу, классная. в дикую попал, а животные как будто из нее и не уходили. То есть
Угодили всем, взяли за это деньги. В принципе, отлично. Все довольны. Какая туча на нас идет. Какая-то серо-желтая. Там гром гремит, сейчас нас как накроет ливнем. Надо. Здесь где-то рядом бушуют лесные пожары, поэтому здесь постоянно дымка над городом. А сейчас еще вот эта дождевая туча плюс дымка. В общем, оно все как-то каким-то красным оттенком окрасилось. Просто по трассе идем. Мы когда жарили мясо на пальмовых листьях, запах такой же был. Они, скорее всего, на пальмовых листьях делают что-то, костер. Опять мы, короче, попали в град. Вообще жесть. Так. Опять. Вон ребята прячутся. Мы тут тоже. Короче, мы попали под град. Просто ужас. Сейчас я, может... уже эти штучки закончились. У меня, кстати, майка тоже вообще полностью испачкалась. Потому что мы сидели под этим грузовиком. И, видимо, с него капала вода. Он же грязный из-за этого красного вообще пыли. Вот. Тоже вся испачкалась. Один у нас Герман самый сухой. Какой дом на колесах. Офигенный. Нормально, потеплело, да, Кайф? В принципе, можно жить. Переходим лужи с колясками. Капец, смотрите, какая это вода красная. Побежали. Так, ну что, мы подходим к месту, где ребята хотят выпить текилу. Смотрите, какое атмосферное. Будут сейчас согреваться. Ну как? Это резиденция Игуасу. Ну как? Ты разговаривать будешь? Да дождь идет, нормально. Нормально? Да. Ну все. Ну этот холодный, этот пустой. Пустой? Лабушка. И понимание ничего. Estoy pensando para acordarme de la palabra. Pues ya lo está. Pasivo. Привет. Привет, sí. Marosna. Marosne o Marosna. Marosne. Ahora van a pasar, cada tronco tiene su nombre. A continuación están los nativos guaraníes. Слушайте, у нас каждый день, короче, новое какое-то вообще приключение дикое. Да. То град. На водопаде одни остались офигенным. Было бы четко, если бы нас там оставили без поезда вообще. Да? Это было бы сильно. Так 3 километра возвращаться обратно всем. Здесь такой красивый магазин с сувенирами. Просто все разные вещи, там даже какая-то одежда продается. Это, наверное, самый большой цивильный магазин сувениров, который я здесь видел. Там еще огромное количество всяких сувениров, вот, футболки, разные штуки, даже вот фотографии водопадов Игуасу. Много всяких деревянных штук продается. Всякие резные кружки, вот кружки под пиво. Подставки под горячее, разная посуда. Короче, безделушек миллион. Подставки под бутылки, видимо. Огромное количество всяких ненужных, просто прикольных вещей. Такие вот ложки миленькие. В общем, на выходе из того зоопарка мы попали под дождь. Прям под сильный, с градом. Все промокли, но потом быстро все как-то потеплело. И вроде бы ничего, дальше можно ходить. Зашли вот в другое место, тут рядом было тоже какой-то парк-музей с разными какими-то деревянными вот сооружениями. Сейчас тоже покажу.
разные местные племена вот жили, видимо, в таких домах каких-то деревянные штуки делали. В общем, сейчас покажу. Ну, это получается, вот эти вот племена жили в таких домах. Непонятно, как они, конечно, их строили. Дорогие мои слуги, будем читать молитвы. Здесь тепло и пахнет вкусно. Очень вкусно пахнет и очень тепло. Закройте дверь, пожалуйста. Все вы... Защищайся! Где твой молоток? Виновен. Иди от планты де тодо. Массив дуба. Ну-ка, закрой. Не знаю, мне кажется, это... Реально от нее... Это чисто дерево. Это дерево. Слушай, здесь так хорошо, так тепло. Твердая, да, толстая? Да не выключай. Все, выключаем свет. Все, реально. и все закрываем. Дверь реально такая прям. Дерево. Летнее дерево. Да. Ну да, разрушает. Продолжение офигенной истории с Флайбонди у нас произошло. Мы же, получается, перенесли рейс на 13 число. И вчера вечером нам приходят всем сообщения о том, что наш аэропорт изменяется, аэропорт прилета. То есть мы должны были прилететь в городской аэропорт в центре города, а наш аэропорт изменили на Эссейса, но это пригородный аэропорт, ну, грубо говоря, за городом находится. Сейчас какие-то забастовки профсоюзов в аэропортах и сотрудников аэропорта Aerolíneas Argentinas. Из-за этого, видимо, аэропорт перестанет принимать самолеты на некоторое время, поэтому перенесли в Эссейсу. Ну, мы уже смирились с этим, думаем, ладно, как-нибудь доберемся уже оттуда до города. Потом приходит следующее сообщение о том, что наш перелет изменяется на полдня вперед, передвигается, то есть с 10 утра на 3:30. И, соответственно, теперь мы ждем нового вылета. Выселились из гостиницы, сидим, просто ожидаем, когда, знаем, приедет такси, чтобы ехать уже в аэропорт. 3:30. Короче, водопады и ГОСУ нас не отпускают, не хотят, чтобы мы возвращались домой в Буэнос-Айрес. Ну что, мы добрались до аэропорта наконец-то. Надеюсь, мы сегодня улетим. Сместили нас снова. Должны были в 10 улететь, сейчас уже скоро будет 3. Так, ну что, нас зарегистрировали, это уже хорошо. Дали вот такую вот бумагу. Сказали, идите в ресторан. Сказали, идите, да. Возможно, это ресторан, возможно, нет. Пойдем проверим. Скорее всего, ресторан. Вы уехали, все? В итоге нам дали эти билетики на то, чтобы мы смогли поесть в ресторане. Здесь, правда, была еда без выбора, там миланеса, картошка фри, ну, в общем, стандартный набор. Но зато нам дали 9 порций на всех. И выглядят они симпатично, в принципе. Можно было выбрать напитки. Мне кажется, я скоро разучусь платить. Да, я тоже разучусь платить скоро после этих всех бесплатных. За колу с водой заплатили утром. Да, мы сегодня мороженое за деньги покупали. А мы, короче, на завтрак взяли колу с водичкой, думали, ну, нормально же, да. А они говорят, нет, платите, давайте.
Ну все, прошли мы все проверки. Вроде бы рейс никуда не отменяется. Все вроде нормально должно быть. Ну, посмотрим. Уже вот здесь уже в зале ожидания находимся. Все спокойно. Наконец-таки нас вроде отпускает в Пуэрто-Игуасу. Летим домой. Короче, началась посадка. Мы самые первые зашли. Вот я иду вообще первый. Никогда такого не было. Просто пешком к самолету идем. Вот по тросу идем. Оля. Sí. ¿Por acá? Bueno. Para más información sobre las medidas de seguridad de este avión puedes consultar la cartilla de este vuelo. Está prohibido fumar, incluso cigarrillos electrónicos con razones de seguridad y los baños sanitarios. Как всегда, царапина посреди иллюминатора. Да, поездка получилась более насыщенной, чем мы планировали. Хотим сюда вернуться в будущем, чтобы посмотреть на водопады с бразильской стороны, подойти к ним на лодке и полетать на вертолете. Также надо еще заглянуть в Парагвай на шопинг, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. Вот такое путешествие у нас получилось. Будем рады лайкам за старание. Пишите в комментариях, как вам, и увидимся в следующих видео.